Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим очень интересные динамические наушники от компании Juliniao, и приходят они в небольшой коробке с довольно интересным оформлением. Здесь имеется логотип компании и некоторые иероглифы, а уже сзади указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм. Чувствительность составляет 125 дБ, и они получили 32 Ом импеданс. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники, инструкция по использованию, небольшой фирменный кейс для хранения наушников, кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек, 3 набора силиконовых амбушюр, ну и одна пара пенных насадок. Наушники выполнены полностью из металла и имеют довольно необычную форму с плавными гранями, за счет чего смотрятся они, как по мне, очень хорошо и в некоторой степени, я бы даже сказал, уникально. Здесь у них на лицевой части имеется надпись Ju Audio и есть логотип компании в виде ноты. Но тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля, и рядом находится довольно крупное вентиляционное отверстие, причем еще одно расположено вот здесь. Да и на внутренней части, что более удивительно, здесь есть еще одно отверстие для компенсации, и рядом есть еще одно отверстие, защищенное уже металлическим фильтром с небольшими отверстиями. Ну и звуковод у этих наушников тут тоже металлический, оптимальный по длине и ширине и с высоким бортиком для более лучшей фиксации амбушюр и металлической защитной сеточкой. Ну и сидят эти наушники в ушах довольно хорошо, особенно при использовании другого кабеля, так как у комплектного кабеля мне не понравилось, как были сформированы заушины, уж как-то слишком сильно они давят мне на ухо, и посадка в моем случае была довольно странная. Поэтому, недолго думая, я сразу его сменил на другой кабель, и вот совсем другое дело. Проблем при использовании никаких нет, и со звукоизоляцией у наушников все отлично. А использовать с этими наушниками можно как комплектные амбушюры, особенно те, что прозрачные, так и любые другие, какие вам только захочется, так как звуковод тут выполнен очень грамотно, и большинство амбушюр сюда подходит без каких-либо проблем. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники Juliniao Jinghong Z3. Вот так выглядит график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 6 дБ с плавным переходом к области нижней середины, где имеется небольшой провальчик, дающий некоторую легкость и чистоту в звучании, а акцент в области верхней середины здесь имеет усиление аж на целых 10 дБ, что на мой вкус довольно многовато. Но зато вот любители энергичной Harman настройки тут точно будут довольны. Но все же, если бы убавить этот диапазон хотя бы на уровень моего таргета, то было бы намного лучше. Хоть я и понимаю, что безусловно у каждого производителя имеется свой взгляд на настройку наушников, но вот высокие частоты тут меня немного расстроили, потому что для чисто динамических наушников они тут не рекордные и имеют довольно странные провалы, что делает звучание менее однородным и более темным в этом диапазоне. Да, конечно, подача тут в общем и в целом получилась комфортной, но вот детальности, воздуха и прозрачности как-то будет маловато. Особенно если вспомнить более яркие наушники этого бренда Cinluan Z4, которые тут звучали намного лучше, несмотря на свою характерную яркость и светлость. Но, ребята, они реально были куда техничнее, детальнее и подробнее на микронюансы. А тут как будто получился шаг назад. И я не знаю, почему так получилось, и честно, я ожидал большего. Но что есть, то есть. Теперь давайте обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в этих наушниках — это не тот случай, когда ты чувствуешь какие-то безумные раскатистые вибрации или погружаешься в басхедную глубину низких частот, так как бас тут своей подачи получился довольно нейтральным и сдержанным, без какого-либо выраженного раздутого пышного басхедного акцента. И если вы слушаете треки с мощным басом, например,
например, электронику или хип-хоп, то можно сразу заметить, что низкие частоты тут сильно, так скажем, не качают и не создают того самого мощного давления, которое можно встретить уже как раз таки в более дорогих или басовитых наушниках. Но однако я отмечу, что бас здесь довольно быстрый и контролируемый, он не размывается и не накладывается на другие частоты и не превращает музыку в непонятную кашу, так как текстурность тут у этих наушников на низких частотах неплохая. И с одной стороны это, конечно, делает звук чистым и прозрачным, но возможно немного суховатым. И, например, бас-гитара в рок-композициях будет, конечно, очень хорошо слышна, но без той глубины и теплоты, которые как раз и добавляют некоторую атмосферу композиции. Да и ударные тоже звучат вроде четко, но как-то не сильно панчево. Поэтому если вы переходите на эти наушники уже после реально басовитых наушников, то вам определенно будет необходимо некоторое время, чтобы к ним привыкнуть. Но вот если ты любитель нейтральной подачи или слушаешь жанры, где бас не является каким-то супер главным, то думаю, это даже плюс. А вот для фанатов мощного, раздутого, хлесткого, низкочастотного удара этих наушников может не хватить. И в таком случае уже имеет смысл поискать что-то другое, благо выбор всегда есть. Но зато вот средние частоты это в какой-то степени главная фишка этих наушников. Они звучат очень энергично, насыщенно и естественно в своей подаче. Вокал, будь то мужской или женский, подается с хорошей четкостью и заметной выразительностью. И он не теряется как-то на фоне инструментов, не звучит зажато или искусственно в своей подаче. И довольно явно выдвигается вперед по построению в звуковой сцене. А инструменты в среднем диапазоне, такие как гитары, пианино или синтезаторы, звучат ярко и детализированно, с довольно приятными и достоверными тембрами. И, например, в рок-композициях можно отчетливо слышать перебор гитарных струн или удары по клавишам, не теряя при этом вокал. И это делает эти наушники отличным выбором для жанров, где как раз очень важна выразительность и энергия в области средних частот, например, прослушивая рок, поп, акустику или джаз. Но однако стоит отметить, что область верхней середины тут заметно приподнята, что может делать звук чуть более агрессивным и дерзким, если прослушивать эти наушники на большой громкости. Это, конечно, не столь критично, и те, кто слушал наушники уже с подобной настройкой, наверное, уже привыкли к этому. Но я считаю, что должен вам сказать, что из-за этого на некоторых треках, особенно с плохим сведением, может ощущаться небольшое утомление. Особенно если вы, как и я, перешли на эти наушники с чего-то более нейтрального и менее дерзкого в области верхней середины. Но вот высокие частоты, это, как по мне, их слабое место, так как они звучат довольно притемненно и упрощенно, без той детализации и воздушности, которую можно уже найти в более дорогих моделях. Но, наверное, для этой ценовой категории это нормально. И стоит сказать, что я встречал куда более простые высокие частоты в других моделях. И сказать, что тут прям все очень плохо, я не могу. Но, конечно, до идеалов, понятное дело, ребята, тут будет далековато. И что улучшить тут определенно есть. И если вот привести вам пример, то хай-хеты, крэш или высокие ноты партий струнных в оркестровых композициях тут безусловно будут неплохо так слышны, но без того самого, так скажем, характерного блеска, прозрачности и воздуха, что как раз и добавляет инструментам необходимую яркость и более точную текстурную проработку. И вот с одной стороны такой подход имеет свои плюсы, звук не становится каким-то резким или утомительным даже после долгого прослушивания, но вот однако если вы любите, чтобы высокие частоты были такими очень детальными, воздушными и яркими, то это точно не ваш вариант. Но зато все остальные любители притемненной и совершенно неутомительной, комфортной, гладкой подачи, думаю, здесь точно останутся довольны. Ну и звуковая сцена в этих наушниках получилась довольно компактной и приближенной к нам. Она не обладает той широтой и глубиной, которую можно найти уже в более дорогих моделях, но для своих денег она вполне адекватна. Инструменты и вокал звучат так, будто находятся прямо перед вами, что создает ощущение некоторой приятной интимности и большей вовлеченности в подачу. Особенно в жанрах, где как раз очень важна вот эта эмоциональная подача. Например, в акустической музыке или рок-балладах с хорошим вокальным наполнением.
разделением. И радует, что несмотря на некоторую вот эту компактность звуковой сцены, инструменты тут не сливаются в какую-то непонятную единую массу, а обладают довольно четким разделением и отдельным расслоением. Поэтому можно довольно легко различить, где находится гитара, а где вокал, хоть они и не будут, так скажем, разбросаны по широкому концертному пространству, как в других моделях. Ну и в общем и в целом для большинства популярных жанров рок, поп, акустика, попса, электроника, звуковая сцена тут вполне неплохо справляется со своей задачей, а большего, я считаю, от нее и не требуется, учитывая небольшую стоимость этих наушников. Но вот вывод по динамическим наушникам Julinyao Jinghong Z3 у меня получился таков. Это еще одни интересные наушники бюджетного сегмента с довольно аккуратным и излишне неакцентированным басом и достаточно выразительной драйвовой подачей в области средних частот и, конечно, с неплохой для своей цены детализацией в области высоких. И как по мне, для начинающих аудиофилов или геймеров это будет очень даже неплохой выбор. Ну а ссылка на покупку наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.